Друзья, всем привет! К воротам нашего приюта подкинули вот такого красавца, но видно, люди не захотели его лечить, потому что у него огромная сзади опухоль. Конечно, собаку мы приютим и сейчас поедем в клинику. Пес контактный, вроде очень добрый. Сейчас поедем в клинику сдавать анализы и полностью проверять себя. Все, давай, сейчас сниму, давай. Давай, сниму, давай. Друзья, всем привет! Сейчас хотим вам рассказать историю пупса. История началась 9 января. Поверить в то, что пупс оказался случайно возле приюта, это очень тяжело. И мы не стали терять время, приютили пупса и отправились.
собачка, которая родила пупса. И зовут его Алан. Он родился в 2020 году у Валерии. Как родился, ему год искали семью, хотели его пристроить. Он жил в любящей семье, спал на кровати в любви и заботе вместе с Валерией и со своей мамой. Спустя год удалось найти хозяина, который захотел забрать его в семью. Это мужчина, кинолог. Да, малыш. Мужчина все это время занимался собакой, обучал его всем командам, созванивался с Валерией, и все было хорошо. Но спустя какое-то время что-то пошло не так. Алан убежал, и да, на самом деле он случайно оказался возле нашего приюта, потому что мужчина живет буквально в 300 метров за нашей территорией приюта. Так судьба привела Алана к нам для спасения. Связались с мужчиной. Валерия тоже созвонилась с мужчиной, у кого жил Алан. Он убежал, и она спросила его, почему у него опухоль, и ты не возил его в клинику. Он сказал, что это рак, значит, как лечить. Вот такая история, поэтому не просто так Алан Пупс прибежал за помощью к нам в приют. Сразу Валерия приехала в приют навестить Алана, привезла большую помощь кормами, помогла финансово закрыть долги за лечение. Поэтому мы очень сильно благодарны. И сейчас совместно с Валерией мы будем искать Пупсу новую семью и новых хозяев. У Пупса все хорошо заживает. Сейчас ждем результаты гистологии. Пупс, побежали! Побежали! Он очень добрый, ласковый и игривый. Очень замечательный пес. Мы его сразу все полюбили. Да, малыш?